Путешественники познакомились с небольшим городом Мартен, в котором оказались после пересечения границы, во второй раз съездили в Софию в агентство по беженцам и побывали на правительственной даче. Спустя 1,5 недели я вновь загружал коробки со 150 килограммами наших вещей в машину. В прошлый раз румынские пограничники в соответствии с Дублинской конвенцией вывозили нас на территорию Болгарии, где, к их изумлению, не предполагалось никаких вариантов размещения ни нас, запросивших политическое убежище, ни нашей кошки, даже на первое время. Тогда мы и познакомились с Дмитрием, который приехал на границу после нашего звонка в болгарский Красный Крест с просьбой о помощи. По собственной инициативе он разместил нас на некоторое время у себя в гостевой комнате, а сейчас вез в пустующий дом в деревне, где можно будет пожить более долгое время. Думаю, что до весны все те полгода, которые выделены законом на рассмотрение вопроса о предоставлении международной защиты. Проехав 30 километров по трассе Руси-Варна, мы свернули направо, спустились в низину и оказались в селе Сваленик. Интересно, что незадолго до того, как уехать из России в 2018 году, я читал статью о том, что именно в Болгарии есть такая практика. Владельцы деревенских домов пускают людей бесплатно в них жить для того, чтобы жилище оставалось под присмотром. Дом, который оказался в нашем распоряжении, пустует с весны этого года. Перед ним просторная территория, а сам он имеет 2 этажа. Меня приятно удивило наличие большого количества разной кухонной техники. Долгими зимними вечерами можно будет заняться приготовлением вкусной еды. Замерзнуть мы не должны. В комнате стояла внушительная печка. Я еще не жила в помещениях с печным отоплением, но думаю, что разберемся. Дмитрий уехал, а мы взялись за наведение порядка в нашем новом жилище. Пока оно пустовало, на коврах и мебели скопилась пыль, которая попадала в комнаты через щели в старых деревянных оконных рамах. А пауки успели окутать стены своими паутинами. Вот, кстати, и сразу практическая польза от бесплатных жильцов, таких как мы. Миша занялся покосом травы и сорняков, которые быстро занимают всю незалитую бетоном площадь, если не мешать им расти. У меня, как у человека, который всю жизнь обитал в городах, возникали противоречивые чувства относительно нашего нового места жительства. Но я старалась искать во всем плюсы. Во-первых, я никогда еще самостоятельно не жила и тем более не зимовала в деревне. Во-вторых, чистый свежий воздух и все такое. В-третьих, здесь красиво. Сельские дома аккуратно стоят в ущелье, окруженном высокими, почти отвесными скалами. Ну, а самое главное, у нас особо и выбора-то нет. И то, что в сложившейся ситуации, когда неизвестно, что с доходами, а официально трудоустроиться мы не имеем права еще 3 месяца, непонятно, что вообще со статусом, с тем, какие у нас права и перспективы, мы так быстро нашли крышу над головой, это очень большая удача. Спасибо Дмитрию. После эмиграции Миша продолжал работать с клиентами из России. А я хоть и искала себе учеников из других стран, но не в полную силу, будучи уверенной в том, что у меня всегда останутся российские школьники, которых нужно готовить к итоговым экзаменам. А оказалось, что теперь мы оба можем жить только за счет моих уроков, которые я провожу с иностранцами, изучающими русский язык. На 4-й день проживания в Сваленике мы вышли из дома с намерением доехать до Софии. Завтра нас вновь, в 3-й раз, ждали в агентстве по делам беженцев. Денег на поезд уже не оставалось, поэтому основным оказался вопрос, в какую сторону выезжать из села автостопом. Вначале в областной центр Руси и затем уже на трассу, или же проселочными дорогами попробовать выбраться напрямую, не делая крюк в 60 километров. Выбор в пользу второго варианта оказался правильным. Очень быстро нас взяли фермеры, которые ехали чуть менее 10 километров до своих полей. Они жаловались, что сельское хозяйство в Болгарии приходит в упадок. Хотя это утверждение совсем не вязалось с тем, что я видел вокруг. Современные трактора, наверное, еще и с кондиционерами, аккуратно вспаханные поля, тянущиеся до горизонта, а скорее всего и уходящие далеко за него. Ухоженные сады с ровными деревьями и расчищенными дорожками.
Конечно, все относительно. Но когда я много путешествовал по России, регионы с такими пейзажами я, наоборот, считал очень благополучными с точки зрения сельского хозяйства. Довольно быстро мы застопили следующую машину, из окон которой увидели крепость, возвышающуюся на скале над селом Червин, которая также расположена в ущелье. Водитель ехал из Сваленника в Великотырново и, выходит, вез нас напрямую до трассы Руси-Плевен-София. Он дипломатично поинтересовался, мы из России или из Украины, и затем максимально аккуратно попытался у нас выяснить, как это так получилось, что Россия – великая держава с большой историей, страна, которая помогла Болгарии освободиться от турецкого рабства и любить которую болгар учат с раннего детства, могла так подло начать войну со своим ближайшим соседом и вроде бы как братским народом. Примерно то же самое пытался узнать от нас и следующий водитель, который ехал прямо до Софии. За те 2 недели, которые мы живем в Болгарии, я заметил, насколько местным жителям тяжело понять и принять то, что Россия, к которой очень многие болгары действительно относятся с большим уважением и любовью, развязала первый на европейском континенте полномасштабный вооруженный конфликт между странами после завершения Второй мировой войны, если не считать долгий и болезненный процесс распада бывшей Югославии. Спустя всего 6 часов, как вышли из дома, мы оказались в болгарской столице. Миша рассчитывал к сегодняшнему вечеру доехать где-нибудь до Плевена и дальше продолжить путь уже ночным пассажирским поездом. Но мы уже были на месте, не потратив ни одного лева. На букинге нашелся ночлег с хорошей скидкой. В общем, все сложилось так, чтобы эту ночь провести в комфорте. Тем более завтра ответственный день. Основное интервью в агентстве по делам беженцев. Оставив вещи в комнате, мы пошли гулять, не имея на этот случай совсем никакого плана. Осмотревшись, увидели вершину Камендел, на которой были год назад, и телевышку, которой еще не поднимались, но можно было предположить, что от нее открывается красивый вид на весь город. Время было не позднее, сил достаточно много. Телефон показывал маршрут, который проходит через район Княжево. В общем, мы решили подняться до телебашни. София стоит у подножия горы Витоша, которая хорошо благоустроена для отдыха и прогулок разной степени сложности. Кстати, интересно, если неиспользуемые дворы зарастают травой, то неактуальные памятники – лесом. Еще немного, и за деревьями совсем скроется партизан, участвовавший в событиях 9 сентября 1944 года, когда в результате госпереворота власть в Болгарии захватила коммунистическая партия и затем удерживала ее долгие 45 лет, до 89-го. Когда мы вышли на улицу, которая вела наверх, в сторону канатной дороги, мне вспомнилась другая партия, поддерживающая во всем Путина «Единая Россия», которая, надеюсь, тоже уйдет не только в историю, но и под суд. Я прочитал название улицы Явор, что обозначает дерево-клен, на принятой в Болгарии кириллице дословно по-русски «Я вор». А о том, что именно называют партией жуликов и воров, с начала 2010-х годов знали даже не имевшие тогда еще искусственного интеллекта интернет-поисковики. Мы дошли до нижней станции самой первой в Болгарии канатной дороги, на которой можно было подняться до пика Капитата всего за 11 минут. В начале 90-х годов на ней произошла авария. Без жертв, но пассажирам пришлось до 1,5 суток ждать эвакуации, и с тех пор канатка не работает. Хотя, если честно, странно. Мне кажется, такой объект, да еще и в столице, обязательно пользовался бы огромной популярностью. Интересно, еще 2-3 месяца назад я присматривался к Бухаресту как к городу возможного проживания. Теперь вот к Софии. И действительно, мне во многом все равно, где жить. Лишь бы это был крупный город в демократическом государстве, не имеющем никакого отношения к стране моей гражданской принадлежности, развязавшей при поддержке, причем не только молчаливой, своего населения, подлую войну, в том числе и против мирных жителей. Так сложилось, что меня там ничего не держит. У меня нет малой родины.
Я бы наоборот отдал многое за то, чтобы просто забыть и про то, что называют город детства, и про само детство, начиная с 1 класса. У меня нет сильной связи с родителями. Я стал для них большим разочарованием еще когда так и не заинтересовался наукой и физматом, к которому меня готовили с младших классов. Даже после того, как закончил университет и поступил в аспирантуру, а также не бросил по их настоянию путешествия. А потом уже стал национал-предателем, не поддержав и не обрадовавшись аннексии Крыма. А с этого года и вовсе изменником. Хотя они же учили меня думать своей головой, а не делать как все. С друзьями можно встречаться и в третьих странах. Сейчас дождусь статуса беженца, получу документы и с огромной радостью это сделаю. Осталась там квартира? Ну да, не повезло. Хотя многие всю жизнь арендуют жилье. Но у большинства жизнь складывается по-другому. Имеется множество привязок и сдерживающих факторов, не дающих такой свободы выбора, как нам, а то и вовсе вынуждающих занять соглашательскую позицию. И сейчас как раз можно наглядно видеть, как все работает, и как авторитарная власть использует эти совершенно естественные человеческие слабости в целях сохранения самой себя. А мне, кто знает, может быть, по-своему и повезло. Не было много чего в начале жизни, но зато это позволило сейчас сделать важный и беспристрастный выбор, о котором, уверен, никогда не пожалею. Под ногами появился асфальт, а уже совсем рядом показались огни 186-метровой Софийской телевышки. Наверное, после того, как ее построили в 1986 году, телевизоры жителей столицы сразу стали показывать лучше. Старая башня стояла прямо в городе, а это возвышается над ним на 3/4 километра. В поисках красивого вида на Софию мы зашли за давно заброшенное здание верхней станции канатной дороги и оказались буквально заворожены неожиданно открывшейся яркой панорамой. В следующем выпуске путешественники пройдут интервью в агентстве по беженцам, искупаются в термальных минеральных водах и поподробнее познакомятся с селом, в котором поселились.